Скиатос, Греция. Глубокой осенью, когда за окном дожди, ветра и серое небо, очень хочется выбраться к теплому солнышку. Хоть ненадолго, хоть на чуть-чуть. А каждая смена обстановки — это всегда праздник. Неважно, долгожданная ли это поездка в экзотическую страну или спонтанный уикенд в соседнем городе. В этот раз представился случай, и мы оказались в Греции, на небольшом островке под названием Скиатос в Эгейском море. Он является частью греческого архипелага Северной Спарады, что означает «рассеянные острова». Легенда гласит, что давным-давно боги Титаны Ито и Кошмар поссорились, выгребли из моря огромные куски земли и швырнули их друг в друга. Некоторые из этих кусков были разбросаны по морю в хаотическом или спорадическом порядке. Отсюда и название группы островов, известное сегодня как Северные Спарады. Побережье обрамлено красивыми пляжами, которые на юге Скиатоса полого сходят в лазурное Эгейское море. Среди наиболее известных туристических центров здесь можно отметить Агия Параскеве, Коконариес и Мегале Амос. Северная часть острова довольно гористая и не предлагает таких прекрасных пляжей, как юг. Но если все-таки посетите эти места, вы будете вознаграждены спокойствием и нетронутой природой. Остров Скиатос сегодня насчитывает около 6000 жителей. Большая часть населения живет в столице с одноименным названием Скиатос. Она расположена на восточном побережье и является также портом. В первый же вечер мы пошли прогуляться по побережью. Закат на море завораживает. Невозможно отвести глаз. Виллы на берегу, цветы и дома местных жителей. А это внутренний дворик. Местный небольшой аэропорт. Кроме отдыха и купания, на этом острове есть одна интересная особенность для любителей авиации и тех, кто увлекается авиаспотингом или наблюдением за самолетами. Здесь находится один из немногих аэропортов, где самолеты приземляются практически над головами людей, которые приезжают специально, чтобы за этим действием понаблюдать, пофотографировать и поснимать видео. Интересно смотрятся и ночные полеты. Для особо азартных здесь установлены специальные знаки, предупреждающие об опасности нахождения в этом месте. Взлетно-посадочная полоса расположена, так сказать, от берега до берега. Практически рядом со взлетно-посадочной полосой находится дорога, по которой постоянно ездит транспорт. И именно поэтому здесь поставлен специальный светофор, который зажигается красным, когда приземляется или взлетает самолет. Рядом находится кафе, где можно коротать время, поджидая очередной рейс. Все эти люди стоят наготове с камерами и ждут взлета или посадки очередного самолета. Мы прилетели сюда уже к закрытию сезона. Туристов почти не было, и мы узнавали и даже здоровались друг с другом, встречаясь в самых разных локациях. Даже центральные туристические улицы были полупустыми, что даже давало преимущество получше рассмотреть архитектуру и узенькие живописные улочки города. Можно было спокойно гулять без толпостворений. А эти все кафе находятся по пути следования из аэропорта в город Скиатос, прямо вдоль дороги.
Итак, город Скиатос – столица острова Скиатос. Это крупнейшее поселение на всем острове. Представляет собой современный курорт с развитой туристической инфраструктурой. Город сравнительно молодой. Принято считать, что его построили примерно в 1829-1830-х годах на месте старого поселения. Во время Второй мировой войны Скиатос был основательно разрушен во время бомбежки. В 1964 году город был определен как перспективная зона развития туризма. Город построен в живописной бухте на юго-восточном побережье острова. Сразу за городом начинаются невысокие горы. Скиатос расположен на холмах в виде амфитеатра с видом на море. Многие кафе расположены у самой кромки воды. Приятно там не спеша провести время, созерцая местные пейзажи. Это типичный греческий курортный городок с узенькими мощеными улочками и белыми домиками, крытыми черепицей. Везде спокойствие и уют. Очень увлекательно затеряться в аутентичной обстановке и долго блуждать в поисках необычных городских пейзажей. Этот котик пришел с нами поздороваться. Такой красавчик! Посмотрите, как используются оттенки синего, голубого и бирюзового в оформлении домов. Классический греческий стиль. Самая главная городская достопримечательность – природная гавань, определившая судьбу города на столетия. Сегодня это популярная пристань для яхт и парусных лодок, что лишь прибавляет колорита всему острову. Город имеет достаточно развитую инфраструктуру. Здесь есть магазины, банки, школы, почтовые отделения и так далее. В Скиатосе отличный выбор отелей и уютных апартаментов, а также рестораны, таверны, кафе и ночные клубы. Бабушка, будто живая, предлагает нам какие-то фрукты. Кажется, там гранат. Когда начинает темнеть и загораются фонари, город приобретает ночное очарование. В высокий сезон здесь довольно многолюдно, а сейчас просторно. Открываются магазины для туристов, где отдыхающим предлагается масса разных сувениров и безделушек. Вот какие синие керамические гранаты. Ну вот мы и дошли до мерцающей цветными огоньками ночной гавани. И снова утро, а прямо по курсу покрытый соснами скалистый мыс Бурдзи. Он вдается в залив и делит порт на две части. На востоке находится современный порт, где швартуются паромы.
А на западе более привлекательный старый порт, который используется для рыболовецких судов и других небольших лодок, в том числе туристических. Сегодня мыс Бурдзи – одно из самых романтических мест на Скиатосе, благодаря сосновому лесу и потрясающим видам на архипелаг. Бирюзовая вода, кактусы и открывающийся вид на сам город. На подходе к мысу установлен памятник морякам. На самом полуострове находится музей военно-морских и культурных традиций Скиатоса, а также небольшой муниципальный летний театр под открытым небом. Здесь же находится очень красивое кафе с романтическими панорамными видами на море и соседние островки. Здесь можно долго сидеть, слушать прекрасную музыку, общаться и неспешно наблюдать за тем, что происходит вокруг на море. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписку, если видео вам понравилось. Спасибо за поддержку. До встречи во второй части.